Кто-то с кем-то поругался и назло поджег. Поэтому мы вам за целый дом дадим 2000 евро и живите как хотите. А ты остался защищать свой дом, и ты его стоял. Но я не знаю, если я по нему поеду, у меня колеса расплавятся или нет. И тем, у кого были страховки, государство вообще ничего не обещало, да? Он купил землю, и на этой земле он проводит фактически эксперименты о том, как изменить ландшафт. Всем привет! Мы на подкасте про Кипр. Меня зовут Катя, и у нас в гостях сегодня Сергей. Привет всем! Привет, Екатерина! Да, привет! Спасибо, что ты согласился на мое приглашение, потому что у меня есть несколько важных вопросов про Кипр. Но давай для начала расскажем о том, кто ты и что ты делаешь на Кипре прямо сейчас. Я на Кипре уже больше 8 лет, и здесь большую часть времени я делаю игры для мобильных, для разных платформ. Так получилось, что я оказался вовлечен в историю с большим пожаром, который случился в прошлом году в июле. Вот, и вся эта тема меня заинтересовалась, я погрузился, начал делать проект, который направлен именно на экологическую, повестку. В тот момент, наверное, это было вовсе не смешно, и, возможно, тебе тяжело говорить, потому что ты живешь в Сунях, и Суни как раз это одна из деревень, которая сгорела почти полностью в том пожаре. Ну, все-таки не полностью сгорел лес вокруг. А из домов, ну, тоже достаточно сильно пострадал. Порядка 100, по-моему, там 80 с чем-то. Да, это только в одной деревне, а всего в пожаре сколько деревень пострадало? Да. 90? Более 100 квадратных километров. 100 квадратных километров. Это 10 тысяч гектар. Я слышала, что люди, когда приходил вообще пожар, кто-то сразу бросал свой дом, совсем вообще все, что там было, бросал и уходил, а ты остался защищать свой дом, и ты его отстоял. Сначала эвакуировал всех, кого мог, а потом я вернулся, и на самом деле с трудом пытался прорваться сквозь полицейские кордоны. Бравые полицейские никого не пускали защищать свои дома. В итоге я одних обманул, сквозь других просто прорвался, но в итоге уткнулся в последний кордон, и там уже стояла стена огня, так что пришлось мне на это дело смотреть со стороны, но я был на связи с соседями, у нас было несколько человек, которые остались там, и их возглавлял человек с опытом. В прошлом он был пожарный. Ну и я знаю многих, кто действительно там остались и бегали с ведрами, с детскими ружьями, тушили все, что горело вокруг. Ты сейчас так весело вспоминаешь об этом. Это похоже на защитную реакцию. Сейчас просто хорошее настроение. Мы с тобой записываем интервью. Там, да, конечно, было тревожно. Но тревожно больше от того, что ты просто не знаешь, чего ожидать. То есть ты не был в этой ситуации. Ну вот, я не знаю, я приехал туда, да, и передо мной стена огня. И видно, что как бы есть кусочек дороги, по которой можно проехать. Но я не знаю, если я по нему поеду, у меня колеса расплавятся или нет. То есть, если я буду уверен, там, я поеду. Но я чувствую, что даже сквозь стекло, сквозь как бы железо машины, ты чувствуешь этот жар. То есть это инфракрасное излучение, и тебе прям вот жарко, как будто ты стоишь у большого огня. И это, конечно, впечатляет. Ну и, соответственно, не очень понятно, как действовать, но большая проблема была в том, что не было связи. То есть не было воды, не было связи, не было ничего. И вот еле-еле в какие-то места иногда сотовая связь пробивалась, то есть не интернет. И вот мы созванивались с тем, кто остались там, но вот опять же это было типа два слова и опять отрубилось. А как, то есть даже радиосвязи, вот эти кемпинговые маленькие по приколу радио? Ну, у меня их не было, возможно, они были, да. У кого-то, да. Хорошо. В общем, это сейчас у тебя так получилось, что есть свободное время, и ты сейчас делаешь проект, который называется Reforest.
Reforest Network, который занимается посадкой деревьев в площади, которая была затронута огнем. Да, но он не занимается посадкой. Мы делаем приложение, которое позволяет делать эти процессы эффективнее. То есть у нас есть 3 основных актора, как бы действующие лица. Это лесовосстановительные организации, это волонтеры и это спонсоры. Вот. Это очень похоже, я не знаю, как взаимодействуют там ательеры и те, кто посещает отели, да, и если по старинке там надо было сложно искать, там созваниваться, бронировать, да, то в какой-то момент появился Booking.com, и вся эта связка начала работать эффективно. И вот я увидел, что этой связки сейчас нет, ну, можно сделать пару шагов назад, вот буквально до пожара, там буквально за неделю-две, вот на мероприятиях, которые мы с тобой посещаем на Founders, я познакомился с Виктором, он как раз рассказывал про то, как он видит восстановление леса. Мы тогда познакомились, и еще до пожара у меня возникла как бы идея, как бы помочь, как бы сделать этот процесс эффективнее. И вот буквально в день пожара мы с Виктором созванивались и обсуждали, какой должен быть интерфейс, какие должны быть фичи. А у меня компьютер перед окном, и я смотрю, такая черная туча ползет. Я говорю, видите, кажется, скоро наша работа станет еще более актуальной. Да, вот. И я этой темой заинтересовался, мы договорились, что я буду помогать Виктору с IT-частью. Мы придумали, как рамочно эта история будет выглядеть. Вот. Но потом я понял, что нет смысла делать это только как бы от одного человека. Ну, он как бы не один человек, он и представляет эту организацию Null Project. Вот. Я подумал, что есть же другие организации, я и постепенно начал с ними знакомиться и решил сделать это не только под него, а под все организации. Null Project — это что-то связанное с Zero Knowledge Blockchain? Нет, это просто его название, я на самом деле не знаю, почему он так назвал, но это просто его зонтичный бренд под разными экологическими активностями. Насколько я помню, он рассказывал, что что-то и в море дальше планирует делать, но сейчас он сфокусирован, он купил землю, и на этой земле он проводит фактически эксперименты о том, как изменить ландшафт, о том, как посеять, как агротехнически восстановить эти земли. То есть сейчас там буквально там, 10 лет назад там были пастбища, а он хочет, чтобы через 10 лет там появился лес. У вас есть инвесторы, есть площади, которые можно как-то обработать. И можно ли прийти, залогиниться в это приложение и узнать, как я могу там помочь? То есть, если я могу помочь деньгами, это одно, если я могу прийти, посадить дерево, это другое, если я на проколку заявился, третье. Можно так сделать? Пока эта вся тема в разработке. То есть мы ее только начали. Вот, я начал искать спонсоров, которые бы поддержали это демо. Нашел уже одного, можно сказать, это компания Mellow, отличная компания, они спонсируют много полезных мероприятий, и вот разработку нашего приложения тоже начали спонсировать. Я еще ищу, потому что как бы не весь прогресс-бар нашего бюджета закрыт. Вот, в частности, сейчас тоже с крупными компаниями общаюсь, с ассоциацией Tech Island тоже общаюсь, возможно, кто-то из них тоже решит поддержать. В общем, эта история, она в разработке, но сейчас уже есть публичный прототип, который месяц от месяца развивается. Вот, и его уже сейчас можно открыть просто на сайте приложения, и на мобильных, и в обычном десктопе. Оно представляет из себя что? То есть это большая карта Кипра, трехмерная, и на ней отмечены все лесовосстановительные активности тех организаций, с которыми вот я начал сотрудничество. То есть вообще все это началось прежде всего с Каздева на профессиональном языке. То есть я начал общаться с организациями, и цель была просто понять, надо им это, может быть, я это все придумал, как обычно, там айтишник приходит такой к ребятам из офлайн такие, у вас тут, да мы сейчас свою IT пригоним и будем делать, да? Вот, поэтому важно было понять, надо им это или нет, да? Первое, с чем я столкнулся, я просто открываю их сайты, и я не понимаю, что они делают. То есть, как бы понятно, мы сажаем деревья, да? Где сажаете, что вы уже посадили, как много вы уже посадили, а можно я приеду хотя бы к вам посмотрю, как вы работаете. Ну, то есть я, например, попытался увидеть это глазами спонсора, да, он, например, какая-то компания решила проспонсировать там, какую-то экологическую активность, да, она открыла 1, 2, 3 сайт, и как ей выбрать вообще, какой организации довериться, какая у нее репутация, да? Я правильно понимаю, что сайты организаций
так как они занимаются преимущественно именно посадкой деревьев Мгм. и заботой о деревьях, Мгм. они не были представлены в цифрах, то есть они, потому что просто не айтишники, то есть там было мало Сайты они данных, есть, да, но прозрачности эти сайты не прибавляют. То есть там обычно много красивых фотографий, там мы посадили где-то, да? Мгм. мы посадили там, да, а эффективно это было, неэффективно. Через год эти Ну, деревья, они выстояли или они отфотографировались и уехали. Да, вот это все непонятно, и лично мне бы на месте спонсора это, ну, как бы, чисто для поддержания своего бренда, вот я вложил, поставил свою табличку, да, а люди видят эту табличку через год, а там засохшие деревья. Сколько Ну, там, да, да. да, да. Да, вот один из вопросов, который я хотела задать людям, которые выращивают деревья и садят их, а почему не делают пожаробезопасные паузы? Я ведь вижу, как они садят плотненько, один к одному, тык-тык-тык-тык. Это же все быстро очень сгорит, загорится одно, оно разом такое вжух, и все. На самом деле, вот то, что если говорить о вот этих полосах пожаробезопасных, даже если открыть кипрскую карту, можно видеть, что лесной департамент в этом смысле работает довольно хорошо. Да почему же Вот. тогда сгорело? Да, 99? проблема в том, ну вот я могу тебе описать, как выглядел вот этот наш июльский пожар. То есть, во-первых, температура 40 градусов. Там Во-вторых, было такое, ветер там больше 10 метров, по-моему, там 15 метров в секунду ветер. В-третьих, горит лес, горят шишки, и это все буквально взрывается. То есть огненные шишки, они улетают вверх, и такие огненные катапульты разлетаются Ага. на десятки метров вокруг. Поэтому вот эта пожаробезопасная полоса, она просто пшик. То есть у меня у дома сгорело, например, дерево. Да? Никакой из домов, окружающий мой дом, сильно не пострадал. Да? Но вот эти искры, эти шишки, они летят с такой высоты, они падают просто с неба. Это филиал ада такой Там было. на земле, да. То есть у меня вся крыша, там, где ткань натянута, Мгм. этот пергол, по-моему, называется, она вся в дырках. Забор там в бассейне, он тоже весь в дырках. Поэтому это страшная история, и здесь вот конкретно полосы, они на самом деле в таких ситуациях не помогают, к сожалению. А что с этим тогда делать? На самом деле, вот как бы история с пожарами — это отдельный такой трек, и есть у много, в том числе, там, компаний, которые именно в эту сторону копают. Я, на самом деле, ее не сильно касаюсь, но то, что я вижу, прежде всего, люди думают о самом раннем предупреждении. То есть я видел несколько стартапов, которые ставят камеры на каких-то возвышенностях, на горах, АИшка отсматривает записи с этих камер, и как только видит дым, она сразу сообщает с геолокацией, там, с местом. Это происходит там за минуту, а не так, что где-то что-то загорелось, по кипрской привычке там Сига-сига. какой-нибудь... Час-два, Ну да, то есть день. это где-то день, там, тут я не всё. знаю где, там без конкретных координат, рядом с деревней, там на южном въезде, да, и хорошо, если в этой деревне, там у Мухтариса есть рабочая Телефон. пожарная машина, нет, ну телефон-то есть, и просто готовая пожарная машина, готовая выехать прямо сейчас, да, вот, и обычно, вот я своими глазами видел это у меня в Сунях пожар, кипрская свадьба, церковь, как бы, ну, чтобы не запустить салют Фейерверк. как бы в июле, да? Ага. То есть везде сухая трава, ребята запускают салют, естественно, это все загорается на моих глазах. И повезло, как бы наш Мухтарис быстро приехал и быстро это все потушил. И надавал И всем. была машина. Я не видел, надавал, мне кажется, они настолько спокойно к этому относятся, что для них это как будто бы нормально. И вот я с многими общаюсь, они такие, ну, у нас, типа, был пожар, ну, не такой большой, ну, типа, большой пожар был 8 лет назад. Я говорю, ребята, а что же вы, ну, не готовы-то? Ну, вот то, например, как мы после этого, получив этот опыт, приготовились, мы купили насосы, которые работают на бензине, не на электричестве, которые можно сунуть одним концом в бассейн и другим концом, собственно, стрелять. Это то, чего нам абсолютно не хватало. У нас не было воды, у нас не было электричества, но у нас были бассейны, но все, что у нас было, это ведра. Да? Если бы был бы такой насос, то ты как бы спокойно защищаешь свои соседние дома. Ну, вот. Поэтому простая вещь не было ни у кого. И как будто бы, ну, если вы уже не первый раз это переживаете, ну, можно подготовиться. Но нет, как бы все надеются на одну единственную старенькую пожарную машину, которая на самом деле просто джип там с кубом воды, приедет она, не приедет. Да, мы закончили на том, что шишки, Да. когда горят, они выстреливают, и
пожаробезопасные паузы неэффективны. Да, и спасения от них нету, да. Да, и что вы начали думать в эту сторону насчет того, что нужна вода, Мгм. которая, если лес загорелся, если вода далеко слишком, то толку, что ты через заишку камерой снял, быстро предупредил. Нет, но есть пожарные машины, они должны просто быстро приехать, да. А как они быстро приедут, если там обычно такие плохие дороги? Не, ну, слушай, вот этот пожар, говорит, вообще на дороге и начался. То есть я не так давно нашел официальную статистику, там оказалось, что, не помню точно, но больше половины причин пожара – это человек. И причем не просто человек, а специально поджоги. То есть кто-то с кем-то поругался, и назло поджег, он думал, наверное, что сгорит немного, а в итоге раз и 10 тысяч гектаров. Вот в 2021 году был большой пожар в Аркапасе, там тоже, по-моему, кто-то что-то жег. А вот в Португалии сейчас тоже огромные пожары, говорят, там опять какая-то злая бабка кому-то что-то на зло сделала. Поэтому это такая история, здесь пожаров не избежать, важно их вовремя увидеть, и чтобы максимально быстро приехали пожарные. Это все, что можно сделать. Еще можно, вот у нас отключилось электричество, да, вместе с электричеством и связь отключилась, и вода отключилась, да. Важно иметь, генераторы экстренные, да, важно иметь точки, от которых пожарные могут наполнять воду, да, потому что пожарные тоже мимо проезжали, а у нас воды нет и набрать ее негде, да, чисто по европейским каким-то ГОСТам, я их точно не знаю, но вот эти точки, где пожарные могут наполнить воду, они должны быть. И важно за этим следить, и люди вокруг должны знать, есть у них это, нет у них этого, пушить свои местные власти, а у нас эта вся информация, она, к сожалению, непрозрачна до сих пор. Я слышала, что когда приходило правительство, которые, по идее, должны были, люди ожидали, что они как-то восполнят потери за пожар. Они приходили и говорили, у вас тут были нарушения, это не пожаробезопасно, поэтому мы вам за целый дом дадим 2000 евро и живите как хотите. Вот действительно ли это было? Знаешь ли ты такие истории? Я прямо вот таких историй не слышал, но то, что наобещали больше, чем сделали, это точно, потому что президент сказал, мы говорит, вам все восстановим, да. Насколько я слышал, до сих пор дали денег только тем, у кого были страховки, причем, естественно, меньше, чем стоил этот дом, да, и тем, у кого были страховки, государство вообще ничего не обещало, да, а тем, у кого не было, им прислали такие оценки, что еще ниже, чем у страховых, и даже те, кто с ними согласились, до сих пор никаких денег не получили. Вот, и еще правительство там обещало, по 5000 дать просто всем пострадавшим, даже если какие-то небольшие были повреждения. Многим дали, наверное, половине, но я знаю 30 домов, которым не дали. Мне, например, ничего не дали, и эти все дела, они до сих пор в муниципалитете Лимассола лежат, и там только завтраками кормят, уже полгода прошло. Пообщавшись с большим количеством людей, инвесторов, людей, которые действительно занимаются всем этим, видишь ли ты какое-то решение, которое можно сделать политическим путем, выпустив какие-то законы, правила, установки, которые через изменение легкое, маленькое, но на всех могло бы повлиять и улучшить среду или уменьшить последствия в будущем? Политическое, не знаю, мы выросли в местах, где особенно не рассчитывают на помощь государства. Но я очень рад, что в целом на Кипре есть очень много компаний, которые близки эти проблемы, да, это просто видно по тем посадкам леса, которые уже происходят, да, и та информация, которую я уже добавил на платформу, там можно посмотреть, какие фонды есть, какие компании уже это дело спонсируют, многие не первый раз, вот, и понятно, что пока это все не отмасштабировано так, чтобы как-то это было настолько заметно, что ты просто проезжаешь и видишь, что вот этот весь огромный лес посадил там какая-то компания, но опять же, это
люди делают, как мне показалось, им, опять же, эффективнее это позволило бы сделать хороший инструмент, поэтому я этой темой и занимаюсь. Я просто говорю о политике, потому что политос переводится с греческого «житель». И политики — это не те, кто сидят в кабинетах и ничего не делают или обманывают наши ожидания, а те люди, которые активно участвуют в жизни острова. И Сергей как раз именно к таким людям и относится. Давай добавим просто в противовес, что все-таки, ну, не то чтобы государство совсем ничто не делает. Есть, например, лесной департамент, у него есть питомники с деревьями, да, и они предоставляют эти саженцы организациям, да. Я видел, что они сами делают посадки. Правда, это, опять же, не видно, не прозрачно, но если поинтересоваться, то это можно найти. Недавно я узнал, что есть вообще огромный проект по восстановлению экосистемы в асбестовых шахтах Тродоса. Вот, он уже много лет идет, и там довольно много высадили, и много денег на это потрачено. То есть что-то происходит, но этого явно недостаточно, и мы должны этому помогать. Без людей это никак не работает. Да, я согласна. Здесь я, возможно, подобесценила людей, которые в кабинетах сидят, потому что все-таки нужны средства, и, возможно, они даже тебе могут помочь каким-то образом. Спасибо тебе еще раз за то, что ты пришел на подкаст, и спасибо зрителям огромное за просмотр сегодня. Приходите с горячими темами, которые будут влиять и влияют на наш остров. Будем разговаривать и будем жить. Благодарю. Спасибо тебе, что подсветила эту тему, потому что чем больше об этом люди слышат, тем больше людей вовлекается, и это здорово. Спасибо, ребят. Да, спасибо.